А всем привет, на связи Джексон Геймер, это Forza Horizon 5, и это необычная серия. Ведь я вам представляю свою трассу. Flatout Derby Race. И я подумал обо всех, и поэтому вы можете видеть на экране те версии, которые есть этой трассы. Flatout Derby Race 3 круга, Flatout Derby Race 3 круга ночная карта, Flatout Derby Race 10 кругов, Flatout Derby Race 10 кругов ночная карта. И самое главное, Flatout Derby Race 30 кругов со сменой времени суток. Ну и естественно, чтобы показать все фишки этой трассы, это не просто сделанная мной трасса, это целый режим. Потому как у нас здесь есть ХП. Это действительно Flatout Forza. Разве что только без повреждений, но я думаю, можно его такое называть. Уведомления о дамаге есть. Более того, мы проедем сейчас всего лишь один круг, я не буду всю трассу проезжать. Вы можете посмотреть на видео, как эта трасса выглядит. А я покажу все фишки. Давайте врежемся. Бам. И у нас ХП отнялось. Еще и уведомление об этом написала. Также на трассе присутствуют сокращения. Я думаю, на видео вы это заметите. Я, естественно, по сокращениям не буду ехать, чтобы не показывать их все. Однако они есть. И это еще не все фишки трассы. У нас не просто есть ХП, и оно закончится, и что-то произойдет, а что-то произойдет. У нас есть еще несколько фишек. Давай я тебе покажу. Раз мы проехали один круг. Нам всего лишь нужно снести ХП до определенного значения. Оп, как видишь, у нас получилось довести до критического значения. Теперь у нас мощность двигателя всего 70%. Но все ли это? Конечно, нет. Давай еще врежемся. Смотри, уже мощность двигателя всего 30%.
И как видишь, машина едет гораздо медленнее. Ну и, естественно, мы можем убить машину в хлам. Все. Наша машина выведена из строя, мы не можем продолжать гонку. Вот такая трасса у меня получилась. К слову, может получиться следующая ситуация. Что ж, также хочу сказать, что те, кто играет с друзьями, могут сыграть в эту карту с друзьями, потому что эту карту я делал подо всех. То есть в нее можно играть как в одиночку, так и с друзьями. У всех будет показываться все уведомления. Что ж, ну, а теперь переходим к обучающей части ролика, получается. Что ж, наверняка кто пытался делать свою трассу, хотел понять, как же работают эти правила в Event Lab. Что ж, сейчас я постараюсь объяснить на примере своей трассы, своей гонки. Одно но. Я сразу оговорюсь, я не программист, я многого не знаю. Все, что я сейчас расскажу, с этим я столкнулся лично и разобрался в этом сам. Что ж, давай начнем с простого. Первое, это что нам нужно знать. Это нет, мы не будем по порядку смотреть. Потом по порядку я объясню, что за что отвечает. Давай разберемся. Самое первое, да, вот что у меня вызывало вопрос. С чем я довольно быстро разобрался, было это несложно. Переменная игрока. Где же нахожусь я как игрок? То есть, если я делаю одиночную игру, то где я нахожусь? Здесь все крайне просто. Вы всегда являетесь самым последним игроком. Поэтому, если вы создаете гонку с одним противником, значит вы под вторым ID. ID игрока 2. Все. Это как бы несложно, да? Поняли. То есть, соответственно, 3 противника, вы 4, 5 противников, 6 и так далее. Давай разберемся с тобой, что здесь у меня находится. Первое правило довольно простое. ХП. Как только начинается заезд, число 2500 добавляется к переменной игрока 1. Первого игрока. Это гонка, если что, с одним противником. Все, запомнили, да? Первого игрока. Для чего ж я добавил? Ну, наверняка вы уже видите по названию для чего. Хорошо, идем далее. Далее урон. Столкновение с окружением. Как бы здесь в принципе не сложно, просто вычитается у первого игрока число, сила, полученная от столкновения. Все. В этой же переменной, где мы добавляли хп. Все, значит хп у нас уже действует. Хорошо, столкновение с игроком. По тому же принципу все отлично, думаю, объяснять здесь не нужно. Далее правило, чтобы закончить эту гонку. Как только я крайний раз сталкиваюсь с игроком и у него становится хп меньше или равно
нуля, то гонка заканчивается. Все. Важно подметить, чтобы все это считалось правильно, нужно отключать стандартный подсчет, потому что иначе тогда у вас будет заканчиваться гонка лишь по финишу и по местам просто, то есть... Хорошо. Далее идем. По объектам то же самое, все окей. Далее интерфейс. То есть, что мне здесь показывается? Я как игрок второй, мне показывается информация о ХП первого игрока. Чтобы я понимал, сколько мне осталось, чтобы его уничтожить. Хорошо, окей. Далее. Следующее. Это урон. Критический урон. Как только у первого игрока становится ХП меньше или равно 800, его показатель, крутящего момента, мощность, падает в 2 раза. Стандартное число это единица. Все, запомнили, хорошо. Далее, чтобы мне выиграть, мне нужен счет, так как счет у всех по нулям. Значит, мне нужно как-то выиграть, потому что если я его просто задамажу и на этом гонка закончится, я все равно проиграю. Поэтому, как только я сталкиваюсь с моей жертвой, и как только у него ХП становится, опять же, меньше или равно нулю, то мне в мой счет добавляется единичка. Также гонка завершается, и здесь метод подсчета обязательно, чем больше, тем лучше, как бы ставим на истину. Если нужно меньше, значит ставим ложь. Все. Это, в принципе, несложно, думаю. Далее тут у меня необычное введение такое. Нитро. Закись азота. Естественно, закиси азота в Форзе нет. Поэтому тут пришлось немножечко выкручивать. Собственно, переменная игрока 0 это что у нас? Это я позже объясню. Так, игрок нажимает клавишу. Понижение передачи. Понижение передачи по стандарту идет на букву Q. Как только я ее нажимаю, у меня показатели крутящего момента увеличиваются вдвое. Как только я отпускаю, сразу возвращается к норме. 1. Все. Далее у меня вычитается единичка. Что же это вычитается? Звук, также, чтобы было понятно, что нитро используется. Все. Что же это за единичка? Да все просто. Во время старта заезда мне добавляется число 100. Что это за число? Это, грубо говоря, условно литры моих закисей азота. Все, значит, запомнили, да? То есть, вот она переменная игрока 2. Как только, если она больше или равно нуля, значит, нитро действует. И если меньше, все, нитро закончилось, и хоть ты нажимайся эту клавишу. Здесь, я думаю, в принципе, все понятно. Это просто показатель закиси. Точно так же, когда он пустой, чтобы значение изменилось. Просто уведомление, не более. Ну и финиш в случае, если я не смогу остановить этого игрока. То есть, как видишь, как только проходит всю трассу первый игрок, то у меня, во-первых, вычитается из моего счета единичка, чтобы я точно был на последнем месте. Во-вторых, заканчивается для всех, то есть и для меня тем более. И, собственно, метод подсчета точно так же, чем больше, тем лучше. Все. Здесь как бы все просто. Я думаю, на основе этого будет вполне себе вам понятно, как работают правила в Event Lab. Я надеюсь. Потому что я не уверен, на самом деле. Потому что я разбирался, не сказать, что долго, но достаточно. Мне пришлось покопаться. Чтобы понять, естественно, информации нигде нет, поэтому пришлось самому все разбираться и понимать это. То есть, еще раз повторю, переменная игрока, ID игрока наша, если мы выбираем одиночку, это всегда последнее место. Если мы хотим,
что-то сделать командное, то там есть уже другие функции, однако это я еще не протестировал. Есть у меня одна игра, одна трасса в VentLab, которую я бы хотел протестировать. Я надеюсь, вы мне поможете это сделать. Если хотите протестировать вместе со мной режим, то милости прошу. Steam есть мой в описании к ролику, есть на шапке канала тоже ссылка указана. Пишите, протестируем карту. И, собственно, все. Что ж, давайте посмотрим наглядно, как работают все эти правила, которые я здесь уже давненько написал. Что ж, как только мы начинаем гонку, мы видим, что у нас есть один противник, есть ХП и есть закись азота. Нажимаем Q, закись азота тратится, скорость увеличивается, разгон увеличивается, не скорость, разгон. ХП тратится, все отлично, все работает. Что ж, давай вынесем противника. Я думаю, ты увидишь это в ускоренном виде, чтобы не тянуть твое время. Что ж, как видишь, у него скорость уменьшилась, ХП стало меньше, мы прошли тот предел, и вот он уже стал ехать гораздо медленнее. Как видишь, и закись закончилась, теперь у нас просто надпись empty. Что ж, гонка завершена, и, внимание, мы на первом месте, естественно. Все. Вот в этом и простота вся. Хорошо. Давай посмотрим, что же будет, если мы дадим ему финишировать. Но вот что будет, если мы дадим ему финишировать. -1. И мы на втором месте. Что ж, все работает. Как и было написано. Ну что ж, а теперь по-быстрому пробежимся по триггерам, что они делают. В общем-то, пройдена контрольная точка, все просто. Какая контрольная точка пройдена, если не указывать условия, то будет после каждой пройденной точки, опять же, условие это довольно важно, потому что в условии мы можем дать количество пройденных контрольных точек. Единственное, я бы советовал брать не контрольную точку, а по количеству пройденного игроком. Дальше. Столкновение с окружением. После столкновения с окружением что-то происходит с каким-то условием или без условия. Столкновение с игроком, собственно, тоже после столкновения с игроком, с хрупким предметом. Это любой предмет, который разрушается непрерывно. Это значит непрерывно, в принципе, но непрерывно достаточно часто придется использовать, потому что условие. Оно может работать непрерывно, но при этом оно начнет работать при условии. А это очень важно, поэтому да. Единственное, непрерывно не советую ставить для добавления каких-то очков, потому что иначе у вас будут очки начисляться бесконечно просто, пока гонка не завершится. Что ж, давай пока по триггерам пройдемся. Непрерывно для игрока, в принципе, это довольно полезная штука, если вы делаете гонку, трассу, арену, что угодно для онлайна. Тогда вам не нужно просто, вот, допустим, сейчас мы непрерывно возьмем
возьмем переменную. И в итоге нам нужно каждого отдельного игрока указывать, а это значит, нужно каждое вот это вот правило еще 12 раз скопировать. Когда мы непрерывно для игрока ставим, то у нас условия гораздо проще. Можно переменную просто взять игрок, вызвавший срабатывание, и все. Что ж, хорошо, далее по триггерам старт заезда, просто со старта заезда и действует один раз. В принципе, вы можете видеть это вот здесь. Указывается оно. Далее, приземление после прыжка. Я думаю, тут особо и не нужно что-то объяснять. Хорошо, далее обгон. Тоже понятно. Таблица результатов. Это взаимодействие, потому что таблица результатов изменится только с определенным условием. Ну, либо если же у вас просто обычная гонка, то изменение таблицы результатов это смена вашего ранга, смена места, на котором вы находитесь. Это изменение результатов. Техническая цепочка. Что ж, здесь я не знаю конкретно. Ну, то есть техническая цепочка, в принципе, в игре понятно, что это, но триггер я такой не использую, поэтому по нему не скажу. Техника выполнена. Я думаю, это вполне себе понятно. Там дрифт, сбить что-то, еще что-либо, прочее. В общем, да. Возврат на трассу тоже, я думаю, понятно, объяснять не нужно. Что ж, пройдемся по условиям, значит. Вот, допустим, у нас действует непрерывно для игрока. Какие у нас есть условия? Количество пройденных кругов. Опять же, я думаю, в принципе, несложно. То есть, допустим, мы прошли первый круг. Хорошо. Хотим после первого круга, чтобы у нас скорость автомобиля увеличилась, да? Вот у нас какой игрок? Игрок, вызвавший срабатывание. Скорость, что у нас больше или равно одного круга. Хорошо. Ну, у нас первый круг идет, получается, как засчитывается, да, как мы первый проезжаем. Далее это должен быть второй, по идее. Если я правильно понимаю, потому что я не пользовался, к сожалению. Поэтому да. Но с чекпоинтами именно так и работает, что первый чекпоинт это старт. Что ж, хорошо, далее мы прошли второй круг. Нам нужно сделать что? Увеличить мощность, изменить показатель крутящего момента, вызвавшее срабатывание, число и увеличиваем на какое-то там значение, 1,5, скажем, все. Вот у нас увеличилось значение, но опять же, триггеры и условия мы можем поставить разные, но есть ли у нас в этой гонке круг? В данной гонке, которую я выбрал, здесь нет кругов. То есть этот триггер работать не будет абсолютно. Хорошо, далее давай по триггерам пройдемся. Пройдена контрольная точка. Здесь, в принципе, все просто, но, опять же, я лично не особо пользовался, потому что, честно, так и не понял, как она работает. Ну, то есть, в принципе, логично, как она работает, понятно, да, но она у меня не работала почему-то. Поэтому тут я сказать ничего не могу, к сожалению. Я вместо контрольной точки использую обычно прогресс игрока. То есть это на сколько процентов проехал игрок трассу. Вот и все. Вот. Это удобно в спринтах и прочее, где нет круга. Собственно, здесь все понятно, здесь все просто. По способу сравнения, кстати. Если мы ставим равно, то, в принципе, когда у нас прогресс игрока, вот в данном случае прогресс будет равняться какому-то числу, допустим, скажем, 90%. Вот когда ровно 90% будет, оно вот на этот короткий промежуток и будет действовать. Далее больше чем, ну, собственно, все просто больше чем 90, собственно, 91 и выше. Больше или равно 90 и выше. Там, меньше чем, соответственно, меньше чем 90, это 89 и меньше. Меньше или равно точно так же 90 и меньше. Собственно, поэтому, я думаю, понятно. Сравнение, опять же, сравнение здесь все предельно просто. Здесь число. Конкретно здесь число. Сравнение еще также разное бывает. Далее по условиям давай пройдемся. Собственно, контрольную точку мы прошли. Выполненную технику, я думаю, в принципе, понятно, да, какая выполненная техника. То мы и получаем, да, допустим.
Выполнили технику такую-то, оп, все, получай крутящий момент лучше. В данном случае последняя выполненная техника, уровень последней выполненной техники. Ну, я думаю, объяснять здесь не имеет смысла. Я думаю, те, кто собираются делать трассы, они знакомы с игрой. Но для тех, кто не понял, что это такое, то у каждой техники есть определенный уровень. То есть, допустим, возьмем дрифт. Есть просто дрифт, есть, не помню конкретно какой уровень там, как дальше называется. В общем, чем дольше дрифт, тем больше уровень этого дрифта. Он там по-своему называется. Вот, да, вот так, в принципе, называется. Обычно, отлично, шикарно и идеально. Все, то есть... После этого условия, опять же, действует, выполняется это действие. Все, хорошо. Хрупкий предмет, опять же, это любой хрупкий предмет, который вызывается. Опять же, выбор этого предмета. Можно трассу создать со своими предметами, то есть все что угодно. Позиция мы уже брали, по-моему, да? Позицию. Ну да, позиция это как и триггер, но только позиция игрока. Здесь все, то есть позиция как условие действует. Ранг. Таблица результатов. То же самое, по-моему, честно говоря, не могу сказать. Счет. Это если у вас по счету считается. То есть, если счета игрока нет, если у вас идет обычная гонка, то, по сути, от этого условия вам ни горячо, ни холодно не будет. Точнее, если вы неправильно условия поставите, то счет этот вам только испортит все, и у вас не будет выполняться действие. Счет нужен только тогда, когда он есть у вас. Все. Далее, команда игрока. Опять же, если делать PvP, там команда на команду, все это понятно. То есть, ну, опять же, выберем просто игрок. Опять же, какой конкретный игрок. Если, опять же, вызвавший срабатывание. Если этот игрок синий, значит ему прибавляется. А если из красной команды, значит ему не прибавляется. Вот и все. И при этом мы можем еще сверху условие поставить, что прогресс... да, прогресс. Если этот человек проехал гонку на 90%. Все, если он из синей команды и проехал 90% гонки, значит ему прибавляется крутящий момент. Все. Это понятно, да? Что мы дальше... После команды игрока переменная. Переменная это, кстати, довольно полезная штука. Здесь можно вообще все что угодно сделать. То есть мы в эту переменную сохраняем все, что нам нужно. Вообще все. Все что угодно. Тут даже и глобальные переменные есть. У каждого игрока есть 64 переменные. У каждого. У каждого 12 вот игроков. И у каждого у него есть 64 переменные. То есть что мы можем туда добавить? Да... Все что угодно. Мы можем хп туда добавить, допустим, да? Сейчас создам быстренько триггер. Вот старт заезда у нас начинается. И прибавляется, скажем, число. Число 1500, да? К переменной. Переменной игрока 1 в переменной игрока. И сохраняем, да, не все, еще сохраняем результат и сохраняем его в переменную 1. Все, теперь у нас есть в переменной 1 число 1500, и теперь мы можем вот эту вот переменную сравнивать. То есть, опять же, берем ID игрока 1, переменная игрока 1, и сравниваем, скажем, если это число меньше, чем 1500, меньше или равно, да, то значит у нас будет показатель крутящего момента увеличиваться. Если больше, соответственно, ну и также эту переменную можно куда-то применить, чтобы эта переменная могла меняться.
Сейчас мы до этого дойдем еще тоже. Хотя давай сразу же покажу, чтобы все это дело можно было. Допустим, где у нас может меняться переменная? Ну, скажем, пройдена контрольная точка. Хотя это, по сути, не нужно на самом деле в данном случае. Потому что контрольную точку можно и отдельно считать. Хорошо, для чего давай? Ну, давай приземление после прыжка. Да? Вот, скажем, у нас после приземления, значит, вычитается число. Ну, скажем, а вот, смотри, у нас есть дистанция, время, секунды, все, пожалуйста. Мы можем дистанцию либо время прыжка выставить. Допустим, дистанция, да, вычитается... А, нет, подожди, извиняюсь, не то. Берется переменная наша, которую мы выбрали, ID игрока 1, переменная 1, вычитается дистанция прыжка, скажем, да, число, дистанция, все, сохраняется там же, где и бралось, чтобы все это дело менялось. Все, и после этого сравнивается вот это вот значение, ну, скажем, давай, так, нет, не вот это вот значение, и если это число, скажем, меньше все-таки 700 или равно, то тогда у нас прибавляется число крутящего момента. Все, с этим, я думаю, разобрались. И так, в принципе, переменная достаточно множество значений в себя берет. То есть я часто пользуюсь переменной, потому что она в себя включает вообще все, что угодно. Ей очень удобно пользоваться. Она просто в себя все берет. Заезд завершен, я думаю, здесь довольно просто, но если заезд завершен, то там немного на самом деле каких есть действий, которые бы были заметны. Вот, скажем, заезд завершен, мы можем добавить счет. Заезд завершен равно, да? Истина, хорошо. Что тогда у нас делается? Ну, прибавляется число. Число 1, допустим. К переменной нашего первого игрока. Добавляется к счету. Так, я курсор, пожалуй, отодвину. И сохраняется, собственно, точно там же. Все. Вот. После того, как заезд завершится, счет игрока станет единицей. Но при этом... А зачем нам счет, если у нас гонка заканчивается после финиша? И тогда этот счет абсолютно не нужен. То есть заканчивается она только по прохождению гонки. И зависит лишь от места игрока. Что ж, как сделать, чтобы это было по счету? Все крайне просто. Отключаем стандартный подсчет очков и также выбираем метод подсчета очков. Истина, если нужно больше для того, чтобы было лучше, ну, все написано, я думаю, понятно. Чем больше, тем лучше. Истина. Меньше, лучше, значит, ложь ставим. Все, я думаю, предельно понятно. Хорошо, далее, значит, по сути, кстати говоря, заезд завершен, можно поставить и не равно. То есть, пока заезд не завершен, будет действовать какое-то правило. Но также заезд в процессе, то же самое, по сути. Заезд в процессе, значит, равно. По сути, это то же самое. Истина. Ну и, соответственно, как истина, так и ложь, наоборот, можно подставить. По сути, это, грубо говоря, одно и то же. Игрок закончил. Конкретный... Здесь конкретный игрок может быть закончить заезд какой-то. Игрок закончил заезд. Окей, он закончил. Истина. Все. И, значит, что-то работает. Не обязательно к этому игроку. Какой-то другой игрок. В принципе, ничего сложного. Нажимает кнопку... Ну, как и написано, нажимает кнопку. Единственное, только из кнопок мы не можем написать какую-то свою кнопку. У нас есть конкретное действие. Это активация, Enter, тормоз, собственно, S. Сцепление, это Shift.
газовые, ручной тормоз, пробел, гудок. Ну, это опять же я по... Если по стандартным настройкам, если вы ничего не меняли, опять же, все зависит от того, какие настройки клавиш у вас. Гудок это H, насколько помню, да. Перемотка R, понижение передачи, Q, повышение передачи, E, поворот влево, собственно, вправо, все. Свою какую-то кнопку мы выбрать, к сожалению, не можем. И больше никак настроить ее не можем. То же самое не нажимает. По сути, что нажимает, что не нажимает, почти одинаково. Почти одинаково. Потому что мы здесь можем равно-не равно поставить. Когда не равно, значит оно не работает. Ну, в любом случае, оно почти одно и то же. Зависит лишь от... да. В общем-то, далее действует стандартный подсчет. Честно говоря, вот с этим я не разбирался. Поэтому сказать не могу. Что ж, ну и... Опять же, скаляр крутящего момента тоже, я думаю, это не сложно. То есть, опять же, для того, чтобы получить этот крутящий момент, нам нужно что? Вот, допустим, равно число ведем 1,5. Ой, не так, извиняюсь. 1,5. Вот мы можем прибавить, да? Где мы прибавляли? Подожди, я не помню. По-моему... Ладно, давай новую. Допустим, пройдена контрольная точка. Добавить... Так, извиняюсь, найти не могу. Изменить показатель крутящего момента. Все, пожалуйста, вызвавшее срабатывание, значение, число. И ставим... 1.5. Все. Теперь, когда у нас будет проходиться контрольная точка, у нас будет увеличиваться значение на... Становиться, точнее, изменяется показатель крутящего момента на 1,5. Где 1 это стандартный крутящий момент, 2 увеличенный в 2 раза, соответственно, 0 это 0. После контрольной точки это все будет у нас прибавляться. Вот, и когда мы получим вот это значение, мы можем какое-то что-то прибавить, что-то отнять. Все. Далее давай по действиям пройдемся. Можно прибавить, вычесть, умножить, поделить. В принципе, это все понятно. Это удобно и со счетом, и еще с каким-то там ХП, если хочешь сделать, пожалуйста. Включить стандартный подсчет очков. Это, в принципе, у тебя здесь показывается, да, что это означает. То есть, грубо говоря, просто как обычная гонка теперь считается. Приехал первым, значит первый, приехал вторым, второй, прочее. Отключить, когда уже считаются конкретно твои правила. А ты можешь их настроить так, чтобы финишировал по конкретному образу из-за определенных действий. Завершить гонку для игрока — это как раз то, что я говорю. Мы можем завершить гонку для игрока, если игрок выполнит определенные действия. Вот, допустим, у него увеличилась мощность, стало 1,5 вместо единицы. И прогресс игрока равен 90. Все, тогда для него гонка закончена. Все. И обязательно отключать стандартный подсчет очков. Потому что если мы включим стандартный подсчет очков, тогда, как только завершится гонка, скорее всего, мы проиграем. Потому что для остальных гонка не завершится, а для нас завершится. Ну или, опять же, смотря как настроить. Мы можем проиграть, можем выиграть, в принципе, но тогда не будет действовать подсчет очков, то есть то, что мы настраивали, вот число, допустим, вот это вот первое пошло, или вот здесь у нас, где у нас было. В общем, если мы используем для счета что-то, то... Где же это? В общем, да, если мы что-то используем для счета, если у нас
гонка на счет идет, то как только мы включаем стандартный подсчет очков, все это дело уже не работает. Поэтому, если наша гонка представляет из собой не борьбу за место, то есть кто первый приедет, то ты все и приехал, как бы стандартная гонка, то тогда везде стоит отключать стандартный подсчет очков. Тогда будет все работать. Что ж, дальше что у нас есть? Есть для игрока конкретного, есть для всех. То есть, условно, если, скажем, нужно что-то с конкретным игроком сделать, остановить, не дать еще что-то ему сделать, там, или все что угодно. Если этот конкретный игрок финиширует, мы можем так сделать, то тогда завершается гонка для всех. Ну или, скажем, командно, какая-то команда наберет какое-то количество очков. В общем, все зависит от вашей фантазии. Звук воспроизвести, в принципе, здесь все просто. Все звуки, которые есть в гудках для автомобиля, все эти звуки мы можем выбирать. Какой игрок, собственно, вызвавший срабатывание, или же определенный игрок. Выбираем понравившийся звук, и как и с гудками мы можем их прослушать, естественно, чтобы было понятно, да? Хорошо, по звуку, думаю, понятно все. Опять же, крутящий момент мы уже показывали. Гравитацию. Здесь гравитация на самом деле было бы удобнее, опять же, как по мне, если бы гравитация была в тех значениях, в которых она везде есть. То есть там земное 9,76 и прочее. Вот в таком бы значении можно было бы, если бы делать, я думаю, было бы гораздо удобнее, нежели... Ну, ты видишь, да, здесь какое значение? Значение по умолчанию это единичка. И можно от 0,1 до 2 целых выбирать значение. То есть особо маленькую гравитацию или большую гравитацию не сделаешь. Поэтому такое. Не особо интересная функция. Информация, в принципе, полезная вещь, потому что бывает нам нужно вывести нужную информацию какую-то. Вот, допустим, у нас было какое правило. Какое у нас было правило? Что со старта заезда добавляется вот это вот число 1500. Мы хотим, чтобы это число нам показывалось. Вот оно нам нужно для чего-то. Мы делаем все крайне просто. Выбираем игрока. Если это все, если это на всех игроков распространяется, то игрок, вызвавший срабатывание. Ну или определенные условия выполнены, если то тоже показывается. Всегда начинаем с первого элемента интерфейса, потому что если начнем не с первого, то, опять же, я не знаю, может быть у меня конкретно так было, может быть не у меня, но у меня было так, что я на какой-то другой интерфейс, элемент интерфейса отправил, на третий, по-моему, и у меня не показывалось, поэтому все по порядку делаем. Первый, второй, третий заполняем, все как бы окей. Вводим текст, все просто, там, я не знаю, значение какое-то определенное. Вот значение DFS какой-нибудь. Просто, да, набрали что-то непонятное. Что-нибудь придумайте, расшифруйте. Какое значение? Мы можем значение переменной использовать. То есть, вот у нас было значение, да, ID игрока 1 в переменной игрока 1. Вот будет вот это значение 1500 показываться в интерфейсе. То есть будет сначала надпись DFS, потом небольшое отступление и значение, которое у нас есть вот в этой переменной. Но не обязательно можно в переменную использовать. Можно использовать число. Мы можем написать какое-то число, просто число, без букв, без всего, просто какое-то число. Но также можем текст использовать, где мы можем использовать как числа, так и буквы. Как бы все это просто, я думаю. Все понятно. Можно также использовать, чтобы это значение менялось. Опять же, все это у нас есть, это условия.
Это условие. Для интерфейса, опять же, если нужно, чтобы он постоянно показывался, то стоит непрерывно ставить. Все понятно, да? Если нужно после какого-то определенного, то лучше непрерывно все же ставить, но просто условия ставить какие-то определенные. Хорошо, далее интерфейс мы прошли. Счет игрока. Я думаю, здесь просто ставится счет. Какой-то счет. Либо из переменной. Но я не часто пользуюсь переменной в указании счета или числа какого-то, поэтому число, допустим. Ну, если что-то можете придумать, то можете переменную выбрать. Естественно, никто вам это не мешает. Собственно, все здесь понятно. Ставится число. Но, имейте в виду, что если вы ставите непрерывно, то тогда после вот получения вот этих результатов, после соблюдения вот этих условий, у вас будет бесконечно набираться счет. То есть нужно быть внимательным, какие действия вы выполняете. При этом какой у вас триггер. Это очень важно, потому что иначе у вас может что-то до бесконечности пополняться, что-то просто бесконечно действовать, когда оно вам не нужно, чтобы бесконечно действовало. Хорошо. Это прошли. Счет игрока понятно, метод подсчета мы уже прошли, то есть чем лучше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Истина, чем меньше, тем лучше ложь. Все понятно. Переменные мы уже тоже прошли. Важное уведомление — это уведомление, которое будет гореть с вами постоянно большими буквами слева экрана. Собственно, также все мы выбираем, сообщения. Да, имейте в виду, что для всех сообщений есть определенный порог символов. В том плане мы не можем перейти большее количество. Вот и все. То есть дальше я ввести ничего не смог. Хорошо. Важное уведомление, понятно. Уведомление о счете — это очень интересная штука, потому что это та штука, которая была как раз в той трассе, которую я сделал. То есть это будет у вас слева от вашего автомобиля показываться какое-то сообщение, скажем, просто что-то. Буква В, да? Сколько очков тоже можем либо вызвать переменную, чтобы это откуда-то получалось переменная, либо число. Просто число будет. Ну, обычно переменная лучше. Ну и цвет, собственно. Здесь есть красный, желтый, зеленый, синий, розовый, фиолетовый, пожалуйста. Все это можем выбирать. Ну и красная — это цель игрока. Красная что? Крайняя это цель игрока. Она, собственно, будет... нет, прошу прощения, кстати говоря. Важное уведомление будет показываться у вас посередине экрана очень большими буквами. Вот это вот важное уведомление. А цель игрока как раз будет показываться слева. Чуть большими буквами. Она будет висеть постоянно. Ну или не постоянно, можно в принципе условия какие-то показать. Это тоже не проблема. Можно постоянно, можно не постоянно. В общем, все на ваш вкус. С восклицательным знаком она будет висеть слева жирными буквами. Прям его будет заметно. Но также помимо цели игрока у нас есть цель команды. Это то же самое, что и цель игрока, но только цель команды будет... можно настроить по-разному. То есть мы можем настроить, что у красной команды будет одна цель, а в другом правиле ввести цель команды для синей уже какую-то другую цель. Ну, в принципе, я рассказал, как это работает. Я показал на, в принципе, простом примере, как это работает. Определенно вы столкнетесь с какими-то сложностями, потому что, ну, кажется, будто что это все это легко работает. По сути, да, это легко работает, но бывают ошибки. Происходит, что не так, как ты думаешь. Ну, возможно, вы все-таки гораздо лучше меня, поэтому сможете из первого раза сделать свою собственную гонку со своими правилами. Я надеюсь, вот такое вот впервые мое обучающее видео как-то вам
помогло, потому что видео нет абсолютно никаких на ютубе, даже на англоязычном, к слову говоря, на английском субтитры у меня есть, поэтому все могут посмотреть спокойно это видео. Нет нигде никакой информации, как действуют правила, поэтому надеюсь, я вам помог, надеюсь, было несложно, и надеюсь, что у вас получится сделать интересные игры. Спасибо всем за просмотр, но всем удачи, всем пока. No breaking me.